Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі вебинарымызға қатысқан жоба қатысушылар мен қонақтар. Өздеріңіз білетіндей, ЮНИСАТ жобасы нәзік жандыларға наноспутник туралы наноспутниктің қыр-сырын үйретуге бағытталған. На нашем проекте участницы будут знать про проектирование, программирование, дизайн, сборку, разборку и все остальное, то, что нужно для запуска в космическую верхние слои атмосферы. Так, сегодня у нас в гостях кандидат физико-математических наук, заведующий кафедры механики КАЗНУ имени Аль-Фараби Ракишева Зауре Баяновна. И ветеран Казкосмоса, кандидат физико-математических наук и заведующая лабораторией наземных и орбитальных космической системы, извините, пожалуйста, я волнуюсь просто, космической системы Института ионосферы, Грищенко Валентина Федоровна. Сегодня мы хотели бы поговорить о космосе. И перед началом вебинара давайте посмотрим презентацию наших гостей. Здравствуйте. Все, я тоже волнуюсь, как и вы. Извините. Мне очень интересно встретиться с вами со всеми и рассказать о космосе, хотя бы поделиться той информацией, которую мы имеем. Ну, очень часто спрашивают, кто работает в космической отрасли, для чего это нужно, какая польза, какие результаты и вообще, что из себя представляет вот космос, научный космос. Поэтому очень кратко я хотела бы вам рассказать действительно о космосе, в том числе о казахстанских научных исследованиях. Пожалуйста, первый слайд. Ну, вы знаете, я считаю, что мне очень повезло в жизни, потому что так получилось, что я начала работать в космических программах, это был 1994 год. Можно сказать, случайным образом. Был объявлен конкурс, Назарбаев собрал всех физиков в Казахстане и сказал: давайте все космические исследования, которые могут развиваться, ваши предложения по космическим исследованиям. Естественно, мы написали предложение, мое предложение прошло конкурс в России, и вот таким образом я так и осталась в космической отрасли. И поэтому я бесконечно благодарна судьбе, что она свела меня с космонавтами. Я даже и не предполагала, что я когда-нибудь буду работать с космонавтами, потому что мы все время проводили наземные испытательные исследования. Наземные испытания, потому что у нас не было космонавтов, мы не знали, и мы, может быть, и не совсем представляли, что из себя представляют современные по тем временам космические результаты. И вот в 1993 году мой проект прошел по конкурсу, и я осталась в космосе. Формировалась первая космическая программа, вернее, вторая космическая программа казахстанских космонавтов Мусабаева. Пожалуйста, вернитесь. Предыдущий слайд я хочу особо отразить то, что все космические программы в Казахстане были все поддержаны президентом Назарбаевым. Я думаю, что без такой очень важной поддержки нам было бы сложно выбраться, потому что в мире очень много космических государств, и они этим занимались. И они не ждали, когда Казахстан начнет заниматься космосом. Поэтому нам пришлось догонять. Пожалуйста, второй слайд. На этом слайде представлены все космические программы пилотируемых, которые выполняли наши казахстанские космонавты. В 1991 году это космонавт Убакиров, в 1994, 1998, 2001 году это космонавт Мусабаев, в 2015 году это космонавт Эмбетов. Я потом подробно расскажу об этих экспериментах. Давайте слайд. Дальше, пожалуйста. Значит, исследования, все космические исследования, они подразделяются так: исследования ближнего и дальнего космоса и изучение Земли. Правильно, да? Я так полагаю. Может быть, еще есть какие-нибудь космические исследования? Но здесь представлено, где находится наша Солнечная система в нашей галактике. Пожалуйста, дальше. Что из себя представляет Земля из космоса и новые материалы. Пожалуйста, дальше. Но космические исследования не заключаются в том, чтобы только в космос летать, в космосе что-то сделать и что-то увидеть. Большая работа ученых на Земле, наземные исследования, в том числе и Казахстан. У нас есть старейший астрофизический институт, который занимается наблюдениями спутников различного назначения. Это астрофизический институт, представлен вот на этом слайде. Пожалуйста, дальше.
Ну, можно считать, что есть космические аппараты, которые изучают дальний космос, у них антенны направлены в космос. А если антенны направлены на Землю, то, естественно, изучают нашу Землю. Пожалуйста, дальше. Казахстан участвует в международных проектах, в том числе вот радиоастрон, спектр РГ. В настоящее время Астрофизический институт является участником этих международных программ. Дальше, пожалуйста. Следующий, это один из спектров. Значит, дело в том, что кто работает в космической отрасли, и мы не разделяем, что там мужчина, женщина, девушка, молодой человек. Например, я к себе в лабораторию принимаю по квалификационным признакам. Мне самое главное, что человек был соответствующей квалификации, соответствующего уровня, имел хорошее базовое образование. Поэтому я и представляю сейчас, хочу вам показать на слайдах, например, все те области по возможности, которыми мы занимаемся в Казахстане. Ну, естественно, все говорят, что радиация везде. Мы тоже, когда занимались до полета первого казахстанского космонавта, мы на Земле считали, что во всем виновата радиация. Вот радиация виновата, тут и все. Другой прибор, но потому что он не радиационно стойкий. А когда мы столкнулись в 1994 году, вот я столкнулась с теми исследованиями, которые проводили в России, в РКК «Энергия», я поражена была, какой высокий уровень технический. У нас еще не было такого уровня. Представляете, это был такой вот восторг души, я вам скажу, что вот мы прикоснулись, какой-то частичкой прикоснулись к таким великим событиям и самому высокому уровню тогда научно-технического прогресса. Пожалуйста, дальше. Значит, да, есть радиация, и мы это изучаем. И как ведет себя человек в космосе, и особенно вот моя область, это значит, как ведет себя бортовая электронная аппаратура в космических условиях. Но сразу скажу, что кроме радиации там еще куча других факторов, которые необходимо учитывать. Пожалуйста, дальше. Так, ну, здесь перечень этих космических факторов, там около 9-10, пожалуйста, дальше. Вот что бы это значило? Это интересные снимки. Дело в том, что это космический аппарат «Аполлон», значит, съемки с торца, а здесь... Когда работают все выхлопные газы, есть так называемый параметр собственной атмосферы космического аппарата. И это демонстрирует о том, что это и есть собственная атмосфера. То есть частички выхлопных газов, они вот так вот светятся, значит, вот в определенном диапазоне, в данном случае, видимо, диапазоне. Дальше, пожалуйста. Вы знаете, наверное, за эти вот годы можно сравнить те исследования, которые проводились на орбитальном комплексе МИР, когда летал Мусабаев, и исследования и аппаратуру, которая сейчас на Международной космической станции. Даже отличается, если посмотреть по базовому блоку, по экспериментальным модулям. Вот даже здесь представлена Международная космическая станция, посмотрите, сколько там модулей. Там, во-первых, очень много модулей, очень много стран-участниц, а ведь надо разработать эту аппаратуру, надо сделать. Космонавт, он как оператор, он летает и выполняет те задачи, которые ему ученые поставили. Поэтому в научных программах сначала, для того, чтобы создать или сформировать космическую программу, надо сначала знать, а зачем, для чего. И в космос летать для того, чтобы получить совершенно новые результаты, которые нельзя получить на Земле. Вот, пожалуйста, дальше. Ну, это один из модулей сборочных на Земле. Пожалуйста, дальше. Посмотрите, сколько компьютеров. Сейчас космонавты, если на орбитальном комплексе МИР Мусабаев все руками делал, там образцы вставлял, капсулы вставлял, там проводил эксперименты, что-то фотографировал, сейчас все компьютеризировано. Значит, космонавты должны обладать определенными IT-технологиями для того, чтобы уметь выполнять. Более того, значит, когда готовятся космонавты, они готовятся не только по нашей национальной программе, они готовятся и по национальным программам других стран, членов того экипажа, с кем они будут летать. Почему? Потому что, возможно, нештатные ситуации, которые были во время полета Мусабаева, и надо, чтобы была взаимозаменяемость. То есть нам пришлось, казахстанским ученым, сразу пришлось выйти на международный уровень, иначе мы бы туда не попали, иначе нас близко бы не допустили к полетам. Пожалуйста, дальше. Ну, вот здесь я показываю те компьютерные системы, которые на борту МКС. Пожалуйста, дальше. Пожалуйста, дальше. Это тренировочный модуль. Вот интересная ситуация. Если вы захотите, чтобы ваша установка полетела на Международную космическую станцию, там вы проводили эксперимент, вы должны провести предполетные испытания со всеми исследованиями. И если можно получить эти результаты на Земле, то в космос вас не пустят. В космос пускают только тогда, когда вы получите те результаты, которые никто никогда не получал. Пожалуйста, дальше.
Это тренажерные комплексы. Тренажерные комплексы, они по величине точно такие же, как реальные. И Международная космическая станция, отдельно модули. Пожалуйста, дальше. Это я просто показываю вот тренировочные в Центре подготовки космонавтов. Пожалуйста, дальше. Ну и один раздел, который у нас очень хорошо развит, и есть определенные достижения, это дистанционное зондирование Земли. Все дело в том, что когда наши космонавты начали летать, например, Мусабаев в 1994 году, в 1998 году, начали проводить и съемки Земли, то есть это природно-ресурсный мониторинг. Тогда еще у нас своих спутников в Казахстане не было. И мы вообще не проводили вот эти наземные измерения синхронно, скажем, с бортовыми измерениями. И можно считать, что космонавты наши, они дали толчок новым направлениям, научных направлений в Казахстане, которые, например, развиваются в других странах не одно десятилетие. А нам удалось вот за 10-15 лет очень быстрыми шагами пройти этот этап и выйти на международный уровень. Иначе нас бы никто с нами не считался, иначе бы мы не могли публиковать статьи в рейтинговых журналах. Пожалуйста, это как выглядят антенны приемные. У нас в Казахстане есть центры приема и обработки космической информации. Дальше. Ну, это снимки, это Terra Modis или Terra Modis, пожалуйста, дальше. Это Байкал, да? Да, это ноашные снимки, разрешение километра на километр, пожалуйста, дальше. Ну, так выглядят, например, ураганы, турбулентные потоки в атмосфере сверху из космоса. На территории Казахстана там стриховым. Пожалуйста, дальше. Это вот, по-моему, территория Западно-Казахстанской области. Это не значит, что там все вы дома увидите, своих знакомых, помашете их рукой. Нет, вы просто это псевдосвета распределяют, например, состояние той или иной поверхности. Пожалуйста, дальше. Ну, здесь ИРС, индийский спутник. Но я почему привожу эти спутники? Потому что Казахстан пользуется данными этих спутников до сих пор. Не только те казахстанские космические аппараты, которые есть, но и международные космические аппараты. Пожалуйста, дальше. Вот так выглядит Павлодар, когда его снимали зимой. Посмотрите. Ну, разве это чистый воздух, да, и снег? Это, по-моему, у нас в Алмате тоже нет белого снега. Пожалуйста, дальше. Так. А вот так выглядят пожары. Пожары в Восточной Казахстанской области из космоса. Снимки, кстати, это получены у нас в Центре приема космической информации, который был в Институте космических исследований, сейчас Национальный центр космических исследований и технологий. Пожалуйста, дальше. Ну, вы знаете, иногда, вот, например, для того, чтобы от дистанционного зондирования Земли, от этой области, очень большие результаты важны для сельского хозяйства, например. Когда начинать севооборот, когда выполнять другие работы, нужна температура поверхности. Казахстан большая территория, вы не можете все время ходить и пешком измерять температуру. Из космоса, вот, пожалуйста, это температурный спектр на территории Казахстана. Пожалуйста, дальше. Вот обратите внимание, Арал, 1998 год, дальше 2001 год и 2021 год. Эти снимки есть архивные. Ну, в общем-то, ученые занимаются изучением этих проблем. Но получить наземными способами такие снимки, такие данные практически невозможно. А это снимки делаются из космоса и даже сейчас с наших казахстанских космических аппаратов. Дальше. Все, заканчиваю. И обязательно нужны наземные исследования. Это казахстанские наземные испытательные исследовательские корпусы. Это Институт ядерной физики имеет филиал. Пожалуйста, в Астане. Следующий слайд. Это наземные испытательные комплексы. Институт ядерной физики. Это филиал Института ядерной физики, филиал МГУ в Астане, где ускоритель электронов различных энергий. Дальше. Пожалуйста. А здесь я привожу для сравнения китайские испытательные комплексы. Да, это так вот выглядит. У нас, кстати, в Астане тоже есть испытательные комплексы. Все. По-моему, все. Спасибо. Очень кратко, вот так вот бегом. Но что я хочу сказать, что то, что Казахстан имел вот 4 программы, 5 программ, сейчас вот 6-я программа формируется, не каждое государство сможет за такое короткое время пройти этот путь. То есть мы освоили, и в Казахстане развивается совершенно новые направления, которые до сих пор не развивались. Космическое материаловедение, приборостроение, космическая биомедицина, биотехнология,
природно-ресурсный геофизический мониторинг. Этого раньше не было и сейчас развивается на уровне, на мировом уровне. Все, спасибо, спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Следующая Заря Баяновна. Да, мою презентацию. Всем здравствуйте. Большое спасибо за предоставленное мне слово. Я являюсь заведующей кафедрой механики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. И вот здесь вот я хотела бы отметить, может быть, не все наши зрители знают, вот университеты участвуют в конкурсах, вот в рейтингах. И вот в этом рейтинге, допустим, вот QS рейтинг, это один из самых таких авторитетных рейтингов в мире. Казахский национальный университет занимает 175 место. То есть вот была поставлена задача президентом войти двум вузам в число первых 200 лучших университетов мира. И вот из Казахстана только вот наш университет сумел выполнить эту задачу. То есть это говорит о том, что университет действительно занимает очень хорошие позиции именно вот с точки зрения мирового рейтинга. Это очень важно. Следующий. Ну вот следующий тоже сразу. Наша кафедра, кафедра механики, одна из самых старейших кафедр. В прошлом году мы отмечали 85-летие. То есть сам университет был создан в 1934 году, а кафедра теоретической механики уже в 1935. Ну вот тут я показала, что в настоящее время количество ПС порядка 56, есть доктора наук, кандидаты, сейчас PhD, и мы приглашаем специалистов с предприятий. Следующий, пожалуйста. Но так как кафедра старая, то есть такая с историей, то здесь я просто показала исторически сложившиеся научные направления и академики, создавшие новые школы. Это вот академик Сапа, это теоретическая небесная механика, академик Айталиев, механика деформируемого твердого тела, академик Ершин, это механика жидкости газа, академики Джолдаспеков, Уалиев, Байгунчеков, это теория механизмов и машин. И следующий, сделайте, там идет, как говорится, на каждой школе идет дальше развитие, и, соответственно, новые направления, новые образовательные программы развиваются. И вот здесь вот я показала, как это развитие образовательных программ происходит. То есть вот у нас изначально была только механика, но механика вообще, должна сказать, это одна из самых интересных наук в мире, потому что все, что вы наблюдаете, любые процессы естественные и машинные, еще какие-то, это все описывается законами механики. Поэтому механика, вообще законы механики лежат в основе всей жизни на Земле. И, соответственно, вот развили мы, потом вот уже в 2010 году вот открыли специальность космическая техника, технологии, в 2019 году открыли специальность робототехнические системы. То есть вот показана здесь схема развития этих специальностей. Но вот космическая техника, технологии, это что? Это вот основа небесная механика, да, то есть вот иногда спрашивают, почему вы открыли космическую технику, технологии именно на кафедре механики и на механико-математическом факультете. Потому что изначально, когда вот мы собирались открывать эту специальность, было очень много совещаний с организованных, вот тогда был Мусабаев министром и председателем аэрокосмического комитета, да. И вот он молодец, он вот организовал очень большие обсуждения, то есть приглашал специалистов с предприятий, вузы, представителей МОН, и целый год мы вот обсуждали, как мы будем преподавать, какие дисциплины там это будут, то есть это на самом деле была проделана очень большая подготовительная работа. И потом вот в 2010 году как раз открыли, вот мы первые открыли нашу специальность, вот космическая техника, технологии. Кстати, в прошлом году 10 лет уже исполнилось. Вот. А в 2019 году вот робототехнические системы, но вообще сказать робототехнические системы, это всегда была частью механики. То есть механика, теория механизмов и машин, и робототехнические системы, это все взаимосвязано. Но сейчас это получило особенно такой вот большой всплеск, как это интерес, развитие, тем более очень многие сейчас
как виды деятельности роботизируются, так скажем, если можно так сказать, автоматизируются, поэтому это направление сейчас очень важно. Ну и опять же, если рассматривать даже вот спутники, спутник это фактически тот же самый робот, потому что это там исключительно автономное все вот автономное движение, автономное управление, то есть там человека нет в данной ситуации, поэтому он должен работать вот как очень-очень хороший робот. Дальше, пожалуйста. Так, ну здесь вот я просто для информации привожу, что все у нас есть международная аккредитация, национальные рейтинги, то есть все наши специальности, они аккредитованы и имеют вот в основном вот у нас первые места занимают. И единственное, вот робототехнические системы, так как пока еще не было выпуска, только вот создали, как только будет первый выпуск, мы тоже получим, я думаю, международную аккредитацию. Дальше, пожалуйста. Ну, здесь вот я привожу отечественные академические партнеры, это все вузы Казахстана, в основном. Следующий, пожалуйста. Это партнеры из индустрии, очень много, вот Валентина Федоровна, тут вот наш представитель, вот мы с ними очень хорошо контактируем. То есть вот Национальный центр космических исследований и технологий, астрофизический институт, институт ионосферы, кого я забыла перечислить? Институт космической техники. Да, первый, с которыми филиал там организовали, Институт космической техники и технологий. Вот. И вот здесь вот целая серия предприятий, это вот то, что с космосом связано, да, а вот целая серия предприятий, это уже вот с робототехникой, и у нас еще развито вот много вот с энергетикой. Следующий, пожалуйста. И вот зарубежные академические партнеры, мы вообще очень хорошо имеем хорошие контакты со многими зарубежными вузами. И по разным проектам, вот с некоторыми мы там по образовательным проектам, с некоторыми по научным. Значит, вот вы видите, это Берлинский технический университет, университет Токио, университет Бриджпорта, университеты, вот АГХ университет, это польский университет, очень тоже старый, с хорошими традициями. У них просто великолепный этот запас этих лабораторий, у них вот, лаборатории больше 100 там. То есть это настолько хорошо оснащенный университет, вот я думаю, мы с ними вот робототехнику совместно откроем. Здесь, конечно, есть эти, вот КАИСТ это корейский университет, тоже вот один из лучших университетов, он там 19-20 место занимает. Тоже в этом КС-рейтинге, университет Токио, само собой, да, то есть вот здесь вот эти университеты, с которыми мы имеем хорошие связи, причем вот что дало еще хороший вот толчок к этому, то есть вот докторанты у нас в Казахстане очень замечательная, я считаю, программа подготовки докторантов, у каждого докторанта 2 руководителя, один местный, а один обязательно из высокорейтингового зарубежного вуза. И это, между прочим, дает очень хороший импульс развитию вот новых направлений научных. Я просто вот вижу, как вот, давно уже работаю, вот как в начале все это было, и насколько вот очень хороший такой творческий импульс дала именно вот эта вот программа, когда совместно вот с зарубежными партнерами мы работаем. Следующий, пожалуйста. И причем международное сотрудничество, вот наш университет тоже очень интересен зарубежным студентам, и они приезжают вот по программам международных стажировок, вот ИАСТы, там еще какие-то, то есть у нас им тоже интересно. Вот одни из первых, которые приезжали, они у нас делали вот как раз макет наноспутника и остались очень довольны, им очень понравилось. Следующий, пожалуйста. Это научные направления кафедры, то есть вот преподаватели, которые у нас работают, это профессора, доценты, они занимаются именно и наукой. Вот у нас лаборатории чисто, вот, которые есть, это лаборатория механики жидкости, газа, плазмы, энергетики, лаборатория космических технологий, лаборатория робототехнических систем. Это
Там работают вот, кстати, в этом году мы открыли совместную лабораторию вот с Валентиной Федоровной. Как Лаборатории надежности и безопасности орбитальных и наземных космических систем. Вот. Это для того, чтобы мы могли отбирать самых лучших студентов, кадров, к нам в институт, чтобы они у нас работали по проекту. Так оно и есть. Вот. Ну и научный вот проект исследования мы выполняем еще вот не только, вот там я говорила, наши, те, которые финансируются фондом науки, да, комитетом науки, а есть еще и проекты Всемирного банка. Вот у нас 2 проекта выполнялись, тоже очень интересные проекты, и по ним были организованы даже вот специально эти предприятия, инновационные предприятия, ТО. 2 ТО вот при кафедре. Следующее. А вот это вот международные образовательные проекты, которые тоже нам очень хорошо помогли. То есть вот начиная как раз, по-моему, с 2013 года у нас вот шли проекты вот подряд, да, вот международные, вот это раньше был вот Tempus, а потом стал Erasmus+. И там получается, что создается такой консорциум, значит, в Казахстане несколько вузов, и вот какие-то вот вузы, которые вот развивающиеся, скажем так, и европейские партнеры, там вот тоже такие хорошие вузы. И мы, значит, эти европейские партнеры, они свои инновационные программы, значит, предлагают нам, мы их дорабатываем под свои реалии там, и так далее. И, соответственно, развиваем эти направления. И поэтому вот это тоже очень хорошо вот, влияет именно на то, что вот мы находимся все время действительно вот там, где находится весь мир. То есть мы не отстаем, то есть у нас все время все, мы идем в ногу со временем. Вот, например, на основе первых вот этих 2 проектов мы создали, как раз вот была большая программа, это ГПИР, государственная программа инновационно-индустриального развития Республики Казахстан. И там должны были, мы, 11 вузов должны были готовить специалистов для вот именно предприятий. И мы готовили магистратуру именно вот. И вот эти вот 2 проекта, они у нас вошли в основу учебного плана. Как раз очень много ребят, которые вот занимались космическим мониторингом, вот пройдя вот эти вот наша вот эту программу обучения. Но там такие у них результаты были интересные. Я говорила, вообще по-хорошему надо бы разослать всем этим акимам, во все акиматы, потому что там такие работы, вот, ну, действительно, вот как Валентина Федоровна говорила, одно дело, ну, из космоса это увидеть, да, и это сразу обзор такой мощный, что вы можете сразу все сравнение провести там и так далее. А другое дело локальные измерения. Но локальные измерения тоже очень важны. Вот сейчас вот мы занимаемся вот этим 3-м проектом, там у нас идет, значит, курсы по геопространственной инженерии для адаптации прибрежных экосистем к изменениям климата. Вот. Но это вот родился этот проект из чего? Из того, что вот мы начали заниматься вот проблемами Каспийского моря, именно вот космический мониторинг. И нам, честно говоря, понадобились локальные данные. Локальных данных нет у нас в Казахстане, или они там ну, продаются. А нам нужно было, вот открытых данных нет. Ну и вот, когда нам предложили, говорят, какую вы хотели бы проект? Мы говорим, давайте, я хочу проект вот по Каспийскому морю, нам нужно это, вот как раз наши докторанты занимаются. И вот этот проект прошел. Сейчас вот мы хотим, в рамках этого, там идет всегда закуп какого-то оборудования. То есть этот проект мы делаем совместно с факультетом географии и природопользования. Вот, то есть мы хотим закупить какие-то датчики, вот, чтобы измерять там вот, локальные данные вот, по Каспийскому морю брать. Вот следующий, пожалуйста. Ну и так, по ходу. Ну вот наши магистранты, вы все знаете, да, что вот программа стажировки магистрантов, там 10-дневная есть, они могут ездить в зарубежные вузы, так как у нас очень хорошие связи, то наши студенты вот ездят, ну, все время они ездили. В прошлом году, правда, из-за пандемии впервые они проходили вот эту онлайн стажировку вот в Берлинском техническом университете. Ну, это я просто говорю, что вот у нас олимпиады проводятся, дальше. Там вот как раз наши специальности следующие, давайте, я уже сказала. И вот то, что вот Валентина Федоровна говорила, вот мы еще очень тесно вот общаемся с этими предприятиями, и мы привлекаем преподавателей,
чтобы с предприятий, чтобы они нам читали курсы. И в то же время преподаватели могут отбирать уже, как говорится, с бакалавриата даже вот студентов, которых потом могут работать, вот, привлекают к работе в проектах научных и так далее. И мы готовим даже вот для них специалистов, потому что вот многие там, допустим, магистратуры не закончили, докторантуру не закончили, они приходят к нам, обучаются, и вот результаты есть. Совместно вот с Институтом механики и машиноведения, вот тоже у нас там совместные программы. То есть на самом деле очень много разных таких вот направлений, которые очень интересны. Просто, к сожалению, многие не знают, да, что это такое, вот, и поэтому вот мы хотим объяснить это чуть-чуть поподробнее дальше. И вот это вот самый один из таких главных плюсов, вот совместно с технопарком мы разрабатывали и запустили вот 2 наноспутника. Да, то есть это, ну, очень большое достижение. Вот в нашей республике единственный вуз, который запустил спутник, это наш университет. И это вообще очень, как говорится, хорошая, как практическая вот эта вот значимость. Вот, мы студентам даем, вот они сейчас делают, студенты нашей специальности, вот, макеты наноспутников. Сейчас мы вот думаем совместно сделать вот такой проект, чтобы после, для 4-го курса, например, чтобы вот от начала до конца они делали именно проекты, это макеты вот наноспутников, но это не наноспутник, это вообще-то у Пика спутник больше, да, там, не Пика, а этот, как его, типа Консатов. Ну и запускали, вот как вот первые девочки ЮНИСЕФа запускали на воздушном шаре, то есть это, вообще говоря, очень хорошая отработка именно всех этих систем, подсистем спутниковых. То есть если мы это можем отработать вот на уровне таком, то в принципе дальше будет лучше, да. Ну и вообще должна сказать, вот мы очень хорошо общаемся с одним из таких лучших специалистов в мире по разработке наноспутников, а один из авторов космической программы Японии, профессор Шиничи Накасука, вот нам посчастливилось, как говорится, мы уже с 2007 года с ним дружим хорошо. И вот, ну, он просто свое впечатление говорил, говорит, когда я приехал первый раз, у нас ничего не было. И насколько быстро вот это все развилось, но опять же должна сказать, что вот у нас очень хорошо поддерживал ректорат, то есть вот понимали, что это вот имеет огромное значение. И вот наш профессор, который приезжал, вот Шиничи Накасука, он периодически приезжал, читал нам лекции нашим студентам, ну, не очень длинные, но он знает такие моменты, которые не знает никто в мире. Потому что он сам лично, вот, как говорится, принимал участие в запуске там 15 или 17 этих спутников, да, и не только нано, и там микроспутники, то есть он знает какие-то такие нюансы, которые вот нигде не услышишь. Как там эта кнопка вылетает там, или еще что-нибудь, до какого момента должна разряжаться там, вот эта система энергоснабжения. Ну, то есть вот такие вот какие-то детали очень интересные. Ну и вот здесь вот мы встречались с Талгатом Мустафаевым, встречались дальше, вот следующий этот с Айдыном Аймбетовым. Вот. В общем, я призываю всех, поступайте к нам, потому что у нас я поддерживаю. Очень интересно, самое главное, перспективы есть. И тем более вот все, мы больше вот действительно не столько делание, сколько вот разработка вот этих систем управления, там еще что-то, да, то есть, но без этого вообще никуда. То есть вот то, что вот сейчас вот делают школьники, это, так сказать, ну, более простой вариант, но это тоже все нужно, но дальше оно идет все сложнее, 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 и тут вот без математики никуда. Поэтому, ну, вообще, насколько я знаю, у нас, в принципе,
наших детей математические способности у всех хорошие. Главное, чтобы вот их развивать. И у нас очень много умных детей, и очень много умных девочек и мальчиков. Так что я всех приглашаю, приходите, поступайте. Все очень интересно. Ну и вот иногда думают, что вот, а кем я там буду. Ну, даже в том же университете Токио, как сказал мне профессор, по специальности устраивается только 30%. Но если ты научился делать космический аппарат, то, я думаю, тебя с руками оторвут на любом предприятии. Потому что если ты умеешь делать это, то все остальное покажется уже пустяком, да? Да. Ну, спасибо за внимание. Очень было интересно, правда. А какие умения и навыки нужны девушкам, чтобы реализовать себя в этом направлении, в космической сфере? Девушкам? Да, умения, навыки. Ну, я думаю, девушкам надо иметь такие же умения, навыки, как и мальчикам. То есть, ну, мне лично кажется, самое основное – это желание. Вот когда человек хочет, я просто вот сколько вижу студентов, он может быть умненький, там еще какой-то там перспективный, но если он не сильно горит, то не хочет, ну, не получается. А вот если человек вот очень и очень хочет, он пробьется. То есть вот он себя видит в этой профессии, ну, это вообще здорово, да. Вот, то есть вот самое главное это вот желание. Желание учиться, чтобы тебе было интересно там, и так далее. И тогда ты можешь освоить все. То есть такие вот, и в том числе и специальные навыки. То есть ты видишь, что, допустим, тебе не хватает там навыков программирования. Но если ты хочешь этим заниматься, конечно, ты пойдешь и будешь этим заниматься. Спасибо, мы тоже так думаем. Спасибо вам большое, Золя Баяновна. Теперь хотели бы спросить у вас, как вы думаете, какие профессиональные рекомендации можете дать нашим девочкам, которые хотят работать в вашей сфере? Ну, я думаю, прежде всего надо получить хорошее образование. Я думаю, что именно на кафедре механики. И мы работаем с бакалаврами, с магистрами, с докторантами. За 1 год, конечно, сделать хороший научный проект и получить результаты это невозможно. Надо работать вместе с учеными, начиная вот с магистерской диссертации, докторской диссертации. А рекомендации надо очень ответственно относиться к своему делу. Надо добиваться того и обязательно получать результаты. Надо видеть перспективы, надо уметь видеть научные результаты, какие они, как они пойдут. А опыт и знания, конечно, они придут. Но я хочу сказать, что специальные навыки, вот то, что я показала в презентации, это это маленькая часть того, что есть в космической отрасли, в мировых космических исследований. И каждый человек должен себя найти в какой-то конкретной области. Это делали люди на Земле. Это не значит, что все должны быть космонавтами. Я думаю, что строгий отбор по всяким признакам, это только если вы в отряд космонавтов хотите попасть. По всем остальным критериям, это критерии квалификационные, чтобы вы были хорошим специалистом. Но я еще рекомендую быть лучше всех, потому что никто не сидит, не ждет, когда вы освоите, когда вы начнете работать, и чтобы уступить вам дорогу. Нет. Мир сейчас такой, что и очень высокие результаты, и очень большой конкурс. И все стремятся быть самыми лучшими. И вот на этом фоне, конечно, уровень знаний и квалификации это много значит. И я согласна, Зауля Баяновна, с вами, что надо работать с учеными. Потому что ВУЗ это дает общее направление, базовое направление. А работая по проекту, например, научно-исследовательских институтов, вы уже видите конкретно, как решаются задачи. И самое основное, что в каждой задаче надо получать новые результаты, которые никто не получал. Это научные исследования, это мир. А окры и другие разработки – это уже другая тема. Но в любом случае, я сторонник того, что, например, если есть вероятность, даже 1%, что вы что-то получите, сделаете, надо делать. Не надо, что 50% получится, не получится, нет. Если есть 1%, если вы знаете, чувствуете, что вот этот результат вы получите, этого не хватает, надо добиваться, надо делать. Валентина Федоровна, хотела спросить, как развивается космическая наука в нашей стране на сегодняшний день? Вы знаете, это действительно просто в 2 словах не скажешь, но хочу сказать, что научные космические исследования
Они развивались чуть до полета в Казахстан. Например, астрофизический институт, институт ионосферы у нас были. Институт космических исследований был создан сразу во время полета Аубакирова для того, чтобы ученые занимались космическими исследованиями. Но вот именно полеты космонавтов дали толчок. А сейчас у нас развивается практически все направления мировой космонавтики на Земле. Это, скажем, космическое материаловедение, приборостроение. Тоже начало именно с полетов Бакирова, с полетов Мусабаева, Аймбетова. Космическое природно-ресурсный мониторинг. Казахстан имеет свои спутники дистанционного зондирования на Земле. И решаются именно социально-экономические задачи, которые необходимы. Те данные, которые... Раньше мы их покупали, включая там телекоммуникации, связь, все. Сейчас мы имеем свои спутники связи. Серии КАСАТ. Серия дистанционно зондирования КАЗ-ЕОСАТ разрабатываются, нужно технологические спутники различного назначения, то Казахстан очень быстро идет. А космические исследования, это значит те данные, которые вы получаете с использованием космических технологий, вы используете для решения конкретных задач здесь, на Земле. Ну и, конечно, исследование дальнего космоса, здесь без задач Вселенной, конечно, не обойтись. Это там сейчас черные дыры, темная энергия, вот такие термины ужасающие, но тем не менее это страшно интересно. Это совершенно новое. Могу еще что сказать. Вы знаете, я сторонник, конечно, пилотируемых исследований. Почему? Как-то вот я убедилась, что все, что делается в космосе, оно отличается от Земли, потому что там есть комплексное воздействие факторов. И там ни одна Нобелевская премия, если вы хотите получить ее. То есть все законы физики, они сохраняются, конечно, и в космосе, иначе бы ничего не летало, и мы бы не смогли развиваться дальше. Но механизм протекания этих законов физики совершенно иной. Это еще мало изучено, это надо изучать, нужны ученые. Я говорю только о научных исследованиях. Я не говорю о практическом применении, где любая отрасль, вот я только кусочек показала дистанционно зондирование Земли, а ведь это все развивается в Казахстане. Это все используется и активами, и на предприятиях, и в различных министерствах, например, по чрезвычайным ситуациям. Это же крайне важно. Развитие каких-то сгонно-нагонных явлений, там, грозовых явлений, там сейсмопрогноз. Сейчас все ученые мира занимаются сейсмопрогнозом, и у нас в институте успешно развиваются модели, которые мы стараемся подтвердить как-то экспериментально в институте ионосферы. Целый отдел геодинамики этим занимается. Моя сфера – это вот надежность бортовой аппаратуры. То есть все спутники летают, у них обязательно что-то отказывает. Вот, и надо понять, что, почему отказывает, и что надо сделать для того, чтобы меньше она отказывала, чтобы было меньше рисков нештатных ситуаций. Да, спасибо вам большое. Мы понимаем, что все эти космические планы были реализованы благодаря независимости нашей страны. И, Заря Баяновна, я хотела бы спросить у вас, как вы думаете, насколько продвинулась космическая отрасль именно в Казахстане за последние 30 лет, за время нашей независимости? Ну, я думаю, как раз вот на этот вопрос лучше бы Валентина Федоровна ответила. Но я полностью с вами согласна. Да, я скажу свое видение и вот, как говорится, взгляд со стороны. Потому что вот сколько литературы я читала, там вот, везде написано, что по сравнению вот с тем, что было, и вот как за 30 лет все это развилось, мы развиваемся прямо... Ускоренно. Экспоненциально. По крутой экспоненте. Да, потому что действительно вот как мы не тратим время на открытие уже открытого. Мы берем то, что вот уже известно, и развиваем дальше. То есть вот это вот тоже интересно. Я, помнится, как-то раз разговаривала со специалистами вот из Украины. И вот они говорят, Украина или Россия, не помню точно, по-моему, Украина, они сказали, мы каждый год выпускаем там по 500 там, каких-то там тысяч там этих ракет, тех, кто может заниматься вот этой деятельностью. Но, говорит, их некуда устроить на работу, нету столько мест, да, говорит. Я говорю, ой, мы только начали, он говорит, может быть и хорошо, что вы вот только начали, но зато вы уже знаете, куда идти, какую траекторию выстроить, то есть у нас это действительно быстро. И вот я вот приводила слова вот этого Шеничина Касука, как он просто на примере нашей лаборатории, когда он приезжал, у нас ничего не было, кроме мела. А когда он приехал последний раз, это было совсем, Лаборатория.
две большие разницы, да, то есть у нас там и центр управления полетами есть, и значит, приемная станция для передачи, да, там с наноспутником связи. Ну, то есть абсолютно вот быстрое развитие, очень быстрое. Спасибо за ответ. Валентина Федоровна, я хотела бы Но узнать. я думаю, мы не остановимся, вот это самое главное. Да, зачем Это начинать, самое чтобы главное, останавливаться? да. Конечно, мы не остановимся. Хотела спросить у вас, вы ведь уже долгое время работаете в этой сфере, космическое программирование, создаете космическую программу. Как вообще создается космическая программа? Ну, вы знаете, вообще у нас в Казахстане с времен независимости, приобретения независимости, у нас финансирование науки идет программно-целевое. Либо это гранты, либо это программы целевого назначения. И мы подаем на конкурс, как и все. И если мы выиграем, а программа что? Это конкретная задача с конкретными условиями, с конкретными результатами, которые надо за определенный срок сделать. И вот, к сожалению, ну, может быть, это и хорошо, но с другой стороны, мы всегда ограничены этими программами. То есть, если мы прошли конкурс, выиграли, значит, на 3 года мы обеспечены, мы 3 года выполняем эту программу, за которую нам государство платит деньги. Конечно, если найти спонсоров, например, и выполнять другие программы вне государственного заказа, но у нас в основном сейчас мы работаем именно по государственным программам, по бюджетному финансированию, поэтому мы ограничены в определенной степени. Но в любой программе есть такие результаты, которые просто не получишь, их надо дальше развивать. И мне кажется, Зауре Баяновна, все-таки очень важный аспект, чтобы идти, как говорится, на мировом уровне, значит, надо работать в коллаборации с международными центрами, с международными учеными, поддерживать тесные связи, их приглашать. Только так, потому что мы сами по себе, конечно, у нас не все есть благоприятные условия для выполнения научных программ. А вот, ну, еще надо попасть в эти международные коллаборации. А работая в составе международной коллаборации, мы как бы попадаем в струю, мы уже идем на этом высоком уровне. То есть мы ограничены теми программами, которые нам государство, за которые платят деньги. Вы говорили про сотрудничество. На вашем опыте, какие сотрудничества у вас были в других странах с другими учеными? Ну, мы очень тесно контактируем, поскольку я занимаюсь как бы пилотируемой космонавтикой, то есть программами, выполняемыми на пилотируемых комплексах, мы готовим для космонавтов, для наших казахстанских программ, они выполняют эти задачи на борту, потом мы совместно обрабатываем эти результаты, получаем новые данные. И поэтому у нас тесный контакт, например, вот с Институтом космических исследований Российской академии наук, НИЯФ МГУ, институте. Дальше у нас с НИМАШ, вот мы обсуждали сегодня эти вопросы, это с российской стороны. Мы встречались с делегацией из Китая, обговаривали совместные условия совместной работы. То есть я думаю, что это очень хорошо, что наши результаты могут быть востребованы и что есть предложения. Вот я только вернулась, была на конференции МАКС, Международный авиакосмический салон. Мы восстановили все наши связи, которые мы утратили за долгие годы. То есть наметили большие планы у нас совместно работать. Единственное, что, конечно, нужно финансирование. Приходят к нам и инвесторы, но у каждого инвестора какая-то своя целевая задача, и она не всегда в сфере наших интересов. Но сейчас мы финансируемся из бюджета и решаем задачи, которые интересны для Казахстана. Но стараемся это делать на международном уровне. Сказать конкретные программы, сейчас у меня есть грант, еще я участвую в программе, в большой программе, то есть, в принципе, финансовая лаборатория обеспечена. Но, конечно, есть определенные рамки. Хотелось бы их купить больше оборудования, более современное. Но для этого нам нужна молодежь, нам очень не хватает вас. Между прочим, надо, чтобы к нам шли молодые кадры, но их так просто не готовишь, пока они закончат, их потом берешь к себе и ориентируешь. То есть это очень длительный процесс, но я испытываю большое удовлетворение, потому что мне нравятся вот мои докторанты. Они, знаете, такие толковые, умные и очень исполнительные. Докторанты, магистранты, с которыми я работаю. Мне нравится современная молодежь. Она целеустремленная. Но имейте в виду, что это не значит 1 или 10% из всех выпускников идут в науку. Наука – это особая статья, это стиль жизни. Это не просто где-то вы там что-то зарабатываете, это стиль жизни. Это вся ваша жизнь.
И вот примерно 10% от всех студентов, они идут в науку. Но идут те, которые действительно могут что-то достигнуть, что-то сделать. А нам очень нужны молодые кадры, талантливые, способные. Приходите к нам. Полностью с вами согласна, так что, девушки, мы ждем вас. Приходите в космос, работайте, развивайтесь. Вас ждут. Теперь еще хотелось бы, вот мы говорим про космос, про аппараты, космические техники, технологии. Теперь, я думаю, нашим девочкам очень интересно, как вы пришли в эту сферу. Для наших девочек. Они сейчас собираются работать в этой сфере, развиваются. И думаю, им интересно, как именно вы пришли в эту сферу, как началась ваша профессиональная деятельность. Вы знаете, я думаю, что я случайно оказалась. То есть так получилось, что я закончила в аспирантуру в Новосибирске, и у меня была, естественно, своя тема. Я же говорю, мы моделировали космические условия, и мы думали, и мы были счастливы, что мы их моделируем. А потом оказалось, что это 10% от всего, что есть в космосе, пришлось осваивать. У меня был аспирант Гена Гурченок, он разработал очень интересный испытательный стенд. А тут полет Мусабаева готовился, объявили конкурс, давайте ваше предложение. И я, значит, совершенно не думала, я была уверена, что не пройду, потому что до Москвы далеко, да еще конкурс, тогда не было такого открытого конкурса. Ну и я подала эти предложения, и мое предложение прошло. Когда я приехала в ЦУП уже работать с космонавтами, посмотрела, оказалось это предложение, то есть такая же установка летает уже у французов, французская установка, я была в шоке. Как мне сказали, не думайте, что вы одна этим занимаетесь во всем мире. И мы договорились с французской стороной, мы 2 года проводили совместный эксперимент. Во время полета Мусабаева это был уникальный эксперимент. И я больше не могла выйти из этой области. Понимаете, я случайным образом туда попалась, и я осталась. И до сих пор у меня такие планы, вы знаете, очень большие планы. Получаешь новые результаты, дальше надо, дальше развивать эти новые результаты. Все результаты, которые мы получаем и которые мы публикуем, в зарубежных рейтинговых журналах, они обязательно имеют новизну. Это обязательно какой-то элемент новизны. Иначе мы же не будем все время догонять горизонты и изобретать велосипед. Заурья Баянова правильно сказала, мы осваиваем то, что было достигнуто человечеством, и с этого момента делаем рывок вперед. Того и вам желаю, приходите к нам. Но я не различаю, для меня прежде всего квалификация. Девушка придет, хорошо, молодой человек, пожалуйста, но мне самое главное отношение к работе, понимание. Заурья Баяновна, а как вы пришли в эту сферу? Ну, я вообще в сфере образования больше. Но я закончила Мехмат МГУ, и потом работала здесь уже, в Казгу, на кафедре механики. И в 2009 году как раз профессор Швемибаев, он внес в классификатор. Для того, чтобы развивать какую-то специальность, существует классификатор специальностей, туда занести эту специальность. И он добился того, чтобы занесли в 2009 году эту специальность космическая техника, технология. Когда я об этом услышала, конечно, сразу стала всем говорить, давайте, откроем у нас. Почему у вас? Нужно на физфаке. Я говорю, нет, у нас небесная механика, у нас там динамика космического полета, у нас. Физика космоса у нас. Управление, это все, говорю, у нас. Давайте, говорю, откроем. Ну, хорошо, меня поддержали, как говорится, и я же говорила, весь 2009 год и начало 2010 года, Талгат Мусабаев, молодец, он нас всех собирал, и мы обсуждали, что преподавать, как преподавать, в каком объеме, где организовывать практику, то есть очень много таких хороших вопросов, мы это все обсуждали, и в итоге в 2010 году, 1 сентября мы приняли первый набор наших студентов, их там было 10 человек, и, кстати, их поздравлял Талгат Мусабаев, он приезжал как раз в Алмату, и он их поздравил, где-то у меня эти фотографии есть, надо найти. Да. Еще хотели бы спросить, вы, например, сейчас для нас пример для подражания, а в свое время или сейчас, кто является для вас примером для подражания? Да, не знаю, нет. Я бы немножко одно слово изменила. Одно слово. Я бы вместо подражания я бы дала слово партнерство.
Вот мы в науке стремимся к партнерству, чтобы нас признали равноправным партнером, чтобы мы могли работать на международном уровне. И не зря работать, а получать новые результаты, которые необходимы. Они имеют и фундаментальное значение, и прикладное для решения задач, но именно партнерство. Вот я, например, отдаю приоритет партнерству. Насчет, ну не знаю, Ну, просто нам, по-моему, какие не авторитеты. по возрасту этот вопрос. Вы теперь считаете себя примером для подражания для, Ну, я об для этом- подростков, для других девушек? Я об этом тоже не думаю, потому что если я буду об этом думать, это совсем не то, что То нужно. времени не останется Да. на Мне кажется, это должны решать другие. Являюсь я примером или не являюсь, мне в принципе это не очень интересно. Просто мне главное делать вот свое дело, делать его качественно, хорошо. Вот. Тем более вот мы открыли эту специальность, а этого же мало, теперь же ее надо наполнить содержанием. И поэтому постоянная работа идет сейчас вот о том, вот как бы обогатить вот это вот все. Да, развивать это направление, потому что открыть дело не хитрое. Главное, чтобы потом это все развивалось и росло дальше. Вот. И поэтому я говорю, вот когда в 2017 году я была, вот ЮНЕСКО собирал это совещание, там что-то 43 или 45 стран было со всех, ну, кто занимается там космосом, и обсуждали. И вот тогда, я честно скажу, я сидела, я так радовалась, думаю, мы в тренде, потому что каждый, вот все они рассказывали, кто чем занимается, они занимаются как раз вот именно проектированием и мониторингом. И вот эти вот направления мы как раз и развиваем. Спасибо за ответ. Как мы знаем, у нас есть 3 представителя космоса в Казахстане. Это 3 космонавта. Тохтар Аубакыров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Валентина Федоровна, какая в космической программе, какая у них была миссия и как они это отрабатывали? Вы знаете, да, миссия – это действительно те задачи, которые они решали. Вот очень кратко, но каждый из полетов казахстанских космонавтов – это уникальные полеты. Даже сам полет – это уникальное явление, потому что вероятность невозврата 50%. Мы когда провожали Мусабаева, это были в Кремле, его первый полет, ну, все радостные, мы наполнены таким радостным содержанием, и все были грустные, потому что не знали, чем закончится все это. Но я что хочу сказать, они выполнили блестящие свои программы. Только маленький пример. Например, Тохтар Ангарбаевич Аубакиров, первый полет. Несмотря на то, что он краткосрочный, 1991 год, именно для того, чтобы ученые занимались наукой и развивались космические исследования, был создан Институт космических исследований. Первый директор Султангази Мирзак Махмудович. Тохтар Ангарбаевич провел уникальный эксперимент, вернее, те клетки культуры картофеля, которые возвращены на Землю, я не буду рассказывать, длительный процесс, из них вырастили новый сорт картофеля, который назвали именем Тохтар. Понимаете, он обладал совершенно удивительными свойствами. И вот начало с этого пошла развиваться наука космической биотехнологии. Сейчас космическая селекция используется для получения новых сортов различных там культур, злаковых там и так далее. Полет Мусабаева – уникальный полет, 3 полета. И все эти программы, дело в том, что очень многие страны делают так. Одну задачу решили, космонавт слетал дома, потом он там чем-то занимается, не знаю, развивает, дальше нет. А у нас в Казахстане уникальная ситуация. То есть мы сразу охватили все направления, которые в мировой космонавтике, и параллельно они идут. 94 год Мусабаев, командир экипажа, 98 год, и в 2001 году уже на Международной космической станции. И Аимбетов в 2015 году. То есть эти программы в этих направлениях. Но благодаря этим полетам, этим результатам, так бы у нас не было, созданы совершенно новые направления. Совершенно новые. Космическое материаловедение – это новые приборы, техника, сейчас космические аппараты, космические приборостроение, материаловедение, природные ресурсы мониторинг свои, это самая связь, у нас свои спутниковые группировки. То есть это программы, во-первых, они на мировом уровне, и они так и назывались. Программа научные исследования, программа Республики Казахстан на пилотируемых комплексах во время полета казахстанского космонавта. То есть программа М1, М2, программа 6. Вот сейчас, вот сегодня было совещание, мы уже сформируем в Казахстане программу 6-го. Будет ли это казахстанский космонавт Аймаханов 6-й, будет ли это другой космонавт, или, может быть, Россия нам предоставляет возможность партнерства
и выполнение научных наших задач на пилотируемых комплексах, независимо от состава экипажа. Вот мы объявляли, мы к этому стремимся, потому что, к сожалению, космонавты наши не летают каждый год. Вот один раз 5 лет, там 10 лет, и от полета к полету эти результаты все-таки это большой перерыв. А сейчас мы имеем возможность, например, проводить эти исследования. И я мечтаю, что, может быть, удастся создать лабораторию надежности и безопасности орбитальных наземных космических систем на пилотируемом комплексе, например, на МКС, или на новом российском комплексе, который будет с 2025 года функционировать. Но каждому мечтать может, но Надо это же мечтать, реально. как Валентина Федоровна. Пожалуйста, приходите. Нет, ну тут действительно вопрос Глобально, кадров это да. все. Кадры это все, вы знаете. Да. Если нет высококвалифицированных кадров, если не соответствует их специальности, если они не тянут, не могут, то лучше не надо. Понимаете? Да, правильно. Лучше надо, чтобы в космическую отрасль пришли те, которые, ну, энтузиасты, фанаты и очень хорошие специалисты, с очень хорошей подготовкой. Да, полностью с вами согласна. Чтобы зарубежные партнеры сказали, а вы знаете, вот там есть такой-то вот студент, вот давайте мы его к себе на грант пригласим. Вот только он может решить такую задачу. Ой, как классно. Понимаете? было бы, Да, и что приглашает наших казахстанских выпускников, забирает просто в ведущие компании зарубежные. Я думаю, это очень хорошо, что Казахстан готовит своих специалистов, потому что раньше же, мы помним, брали МИФИМа и физтех, то есть московские вузы повышенной сложности, а сейчас мы готовим свои, но и на стажировку есть возможность поехать в зарубежные страны, то есть это и мировое партнерство. Так что я думаю, это было начало, но это должно развиваться, должно развиваться. Я надеюсь, что наши космонавты нам в этом помогут, поддержат все начинания. Ну, вот наши магистранты, докторанты ездили в университет Токио по 1,5 года там даже вот они были по вот академической мобильности, вот они там участвовали в сборке настоящих вот уже микроспутников, но это они получили такой колоссальный опыт, который, конечно, очень важен. Вот когда создавался космический центр в Астане, вы знаете, есть сейчас космический центр. Первые кадры, я помню, это выпускники мои, МГУ, физтех, там, Ленинград. У них была стажировка 2 или 2,5 года где-то во Франции, Великобритании. Без этого никак нельзя. Мы же не можем все время изобретать велосипед. Мы должны в партнерстве осваивать эти технологии и дальше развивать это вместе. Это очень... Я просто очень рада, что в Казахстане развивается такое направление. Знаете, это такой большой рывок вообще в мировой науке в том числе. И Да. Казахстан на хорошем счету. Мы тоже очень рады. Так, как мы знаем, у нас сейчас прямая трансляция, и у нас вопросы с YouTube. Первый вопрос. Продумываете ли вы лично, как защищать оборудование от космических радиаций? Вы вроде упомянули, да, космические радиации. И что думаете, есть ли будущее развития этих защитных технологий? Да, мы сейчас этим занимаемся, вот этой лаборатории. Мы как раз разрабатываем не просто элементы защиты, там никакого свинцового экрана не будет, и все. Есть много других методов. То есть мы занимаемся, сначала мы изучаем механизмы, что за отказы, причины, почему. А потом уже мы должны разработать, скажем, рекомендации, как защититься, как уменьшить риски возникновения нештатных ситуаций. Вот моя лаборатория этим занимается, да. Я считаю, это перспективное направление. И оно будет развиваться. По крайней мере, мы будем стараться, чтобы оно развивалось. Вопрос с YouTube, второй вопрос. Как, по вашему мнению, оказывает влияние казахстанское исследования на международную деятельность и науку? Ну, вот я уже повторяю партнерство. Вы знаете, когда мы первые программы составляли, казахстанские, первые полеты космонавтов, было очень трудно. Я хочу сказать, что я как раз как ученый-секретарь этих программ участвовал. Вы знаете, они не считались, что мы с одной стороны, не с одной стороны, понимаете? Были жесткие требования, и нас очень жестко к нам относились, потому что мы многих вещей просто не знали. Мы на ходу учились. И я благодарна российским специалистам, что предоставили такую возможность, чтобы непосредственно у них на предприятиях разрабатывали и смотрели. Вот первые программы, они тяжело дались, но они выполнены были. И я думаю, что отношение хорошее по результатам. Вся мировая научная общественность, они смотрят результаты. Они, может быть, не смотрят там, кто, что, можете ли вы, хороший вы человек, я знаю, что все люди хорошие, каждый человек уникален по-своему. Но самое главное, что вы можете, какие результаты вы можете получить. И поэтому вы уже сами знаете, если вы можете, оставайтесь в этом, если нет, ну, не надо. Не каждый может, каждый должен заниматься своим делом.
И каждый талантлив в чем-то. Понимаете, каждый человек талантлив. А у нас в Казахстане очень много талантливой молодежи. Вот мы в рамках Малой академии наук разъезжаем по сельским местам и там заслушаем первые научные доклады. Вы не представляете, это удивительно. Они действительно верят в науку, они верят в ученых, они верят, что это большое будущее у науки Казахстана. И они вот хотят достичь новых результатов, они просто впитывают эти данные. И у нас очень много талантливых детей. Очень много в Казахстане. А у нас есть своя сборка спутников? Конечно, у нас спутниковые группировки, во-первых, серия телекоммуникации и связи, значит, это спутники связи, КАСАТ-1, КАСАТ-2, КАСАТ-3. Кстати, КАСАТ-1, он никуда не пропал, он на орбите захоронения. И причина вот как раз это, там были отказы определенной системы управления. КАСАТ-2 и КАСАТ-3, они используются у нас сейчас для телесвязи и так далее. Это спутниковые группировки, но они, знаете, есть спутниковые группировки, например, ГЛОНАСС российский, до 28 спутников. Это зависит от миссии, от той задачи, которая поставлена. Есть у нас спутниковые группировки ДЗЗ, дистанционно зондирование Земли, КАЗИАСАТ-1, КАЗИАСАТ-2, КАЗИАСАТ-3. Сейчас разрабатываются другие спутниковые группировки научно-технологического назначения. Прежде чем какую-то аппаратуру ставить на борт, ее надо испытать. То есть она должна получить летную историю. И вот эти наноспутники, которые КАЗГУ делает, они могли бы отрабатывать какие-то отдельные узлы работоспособности тех или иных узлов и программного обеспечения. То есть это целое направление, без этого никак нельзя. У нас есть в Казахстане и будет развиваться. Да. Вот Спасибо. Институт космической техники и технологий тоже вот они же делали наноспутник 3Ю. И вот с магнитометром. Мы потом, мои студенты, я вот их попросила, они исследовали результаты, ну в смысле обрабатывали результаты спутников. Вообще интересные вот такие вот задачи, то есть идет уже вот конкретно спутник, который разработан нашим институтом, запущен на орбиту, снимает какие-то данные. Наши студенты исследуют эти данные и получают какие-то интересные результаты. То есть вот такие вот моменты очень полезны именно для образования, вот, для того, чтобы шли в науку. Ребята, это интересно. Но никакие слабые результаты никто не воспримет, понимаете? Это как в любой науке, как везде. Результаты воспринимаются, обсуждаются только новые. Да, Только согласна. то, что вы получили. Да. Вот, Заря Баяновна, вы только что сказали про своих студентов, которые занимаются в этой сфере. И нам интересно, сколько процентов из них девочки? И как вы считаете, есть ли перспектива для девочек, которые развиваются именно в этой сфере? Есть, конечно. И вообще, видите, я тут девочка, Валентина Федоровна девочка. Мы тут как будто специально для вас подобрались. А вообще, я хотела бы сказать вот интересное наблюдение. Мы же вот со многими зарубежными партнерами общаемся. Вот когда приезжал профессор из Токио, он увидел наших студентов, аудиторию, он поразился, говорит, у вас столько девочек. У нас, говорит, в университете Токио вот, из преподавателей всего 2 или 3 преподавателя женщины. То есть учатся в основном одни мальчики. Женщин, ну, девочек почти нету. И самое интересное, приезжали с Запада уже, приезжали из Бельгии, что ли. И тоже они посмотрели, говорят, у вас столько девочек. Они тоже поразились тому, что у нас очень много девочек, говорят, у нас в основном занимаются мальчики. И, кстати, поляки то же самое сказали, говорят, у вас очень много девушек. И я считаю, что это наше, как говорится, то, за что мы должны держаться. То есть девочки у нас очень умные, и это просто вот насколько здорово, вот, они просто и оценивали их, вот, как они там программируют, там еще что-то, там были школы. И с таким восторгом говорили, какие у вас там, ну, вот девочки именно, молодцы. Так что будем держать марку. Видите, нам удивляется и Запад, и Восток. Вы бы сами хотели, если вы бы сейчас были бы молоды, вы бы хотели участвовать в такой же программе, как Юнисат? Конечно, это же очень интересно, и даже это, и в своем возрасте я хотела бы участвовать в программе ЮНИСЕФ. Это же интересно все, да? Конечно. Хорошо, спасибо. Теперь, Валентина Федоровна, хотели бы вас спросить, как вы думаете, роботы в будущем заменят космонавтов на МКС для проведения экспериментов? И как скоро это произойдет? Это интересно нашим девочкам.
Я думаю, да. И я сейчас, если есть время, я поясню. Дело в том, что был такой интересный эксперимент Марс-500. Он заключался в том, что было собрано там 10 или 12, я уже не помню, участников с разных стран, но это не космонавты, это хорошие спортсмены, там физически здоровые люди. Их закрыли в макет орбитального комплекса мира, это во дворе Института медико-биологических проблем. И они 500 дней должны были в изоляции, то есть им подавали воздух, все, сверху мы за ними наблюдали, но они жили так, как бы они жили это самое. Рассчитывали, что 500 дней, значит, на Марс, туда и обратно. Но получилось так, что где-то первые 100 дней не все выдержали, 90 с чем-то дней начали выходить. То есть очень важное значение иметь психофизиологическое состояние космонавтов. Это вопрос, которым и Казахстан, кстати, сейчас занимается, и мировая эта самая космонавтика, мировые исследования проводятся. То есть, и потом нельзя, конечно, радиация она есть, и она очень большую роль играет. И пока еще нет такой защиты, чтобы можно было защитить 100%. Конечно, и вот я помню, что после этого эксперимента Марс-500 вдруг все заговорили о роботах, начали развивать робототехнику. Да, действительно, можно посылать роботов, и роботы будут выполнять эти задачи. Но задачи-то должны делать люди здесь, на Земле, и разрабатывать программное обеспечение, и железо, и все, то есть нужны специалисты. И это тоже космическая отрасль. И я думаю, что вот то, что сейчас все хором это Луну осваивать, Луна это как стартовый полигон, может быть, для каких-то исследований. Она уже вся разобрана, там большие исследования проводятся по Луне, по Марсу, по Венере. Вы знаете, все равно человечество будет этим заниматься. Человечество будет идти в космос, потому что Солнце – это звезда, рано или поздно, там, через миллиарды лет она погаснет как звезда, а человечество должно сохранить свою популяцию и должно, конечно, развиваться дальше. То есть исследование длительный дальний космос – это обязательно. Нет, я вас не пугаю, конечно. Нет, я хотела сказать… У вас есть еще время. Хотела сказать, а вы знаете, что сейчас уже присматривают уже подходящие планеты для подходящих, если подходящая звезда, есть. Экзопланеты, да. Да, еще есть. То есть я за ними… слышала, что SpaceX, путешествие на Марс. У нас есть такая программа, так что мне кажется, если каждый раз будут так развивать, что мы будем путешествовать если даже на Марс, в следующем веке точно мы освоим другие планеты. Это очень хорошее развитие для не только казахстанского, но и международной космической науки. И у нас есть вопрос с Ютуба. Какая миссия, на ваш взгляд, оказала большое влияние на развитие Казахстана или научной среды в целом? И какие цели в рамках миссии были достигнуты? Я думаю, что вот как раз миссия – это вот полеты наших космонавтов. А цели – это, если говорить по результатам, например, все проекты, которые были в рамках дистанционного зондирования, то есть природно-ресурсного мониторинга, это они используются в сельском хозяйстве. То же самое для оценки засухи, оценки риска возникновения катастрофических, экстремальных ситуаций. Прогнозы урожайности, прогнозы, например, затопления, подтопления, весенней, паводковой, и вообще прогнозы развития чрезвычайных ситуаций. Это все используется в Казахстане. И я просто убеждена, что именно вот такие интенсивные исследования, они именно начались с полетов наших космонавтов. Почему? Потому что они именно как-то стимулировали, и это был большой-большой толчок. Но если бы эти программы не были поддержаны нашим правительством и Назарбаевым, нам трудно было бы занять свое место в этом мире. Это однозначно. Но результаты очень большие. То есть я готова, например, отдельные лекции, это же ценные спецкурсы, отдельно по материаловедению, отдельно по приборостроению, отдельно по космической биотехнологии, биомедицины. Вот смотрите, такой еще эксперимент. Например, космическое питание. У нас Казахская академия питания занимается разработкой продуктов питания для экипажа космических аппаратов. Это не просто ура-ура, там Дастархан хороший. Это хорошо, конечно, Дастархан. Но разработка нового продукта, который обладает специальными свойствами, это как вместо лекарства. То есть разработка нового лекарства занимает
5-10, может быть, лет. То же самое, разработать новый продукт, это его нигде не купишь. Его разрабатывают специально для космических полетов. Но эти же результаты используют на Земле для людей, находящихся в экстремальных условиях, там, в особых условиях, при воздействии там, различных внешних воздействий. То есть результаты, которые в космической отрасли, они всегда как бы опережали наземные исследования там, на порядок, на 2, но они обязательно используются. Они дают толчок. Это и есть научно-технический прогресс. Без этого никак нельзя. Я бы не выделила, я бы выделила все полеты, вот начиная с полетов. Почему? Потому что все программы, они отличались, они продолжали, начинали и продолжали друг друга, дополняли. Без этого никак нельзя. Да, согласна. Вот вы сейчас говорили про научно-технический прогресс, да? И теперь у меня вопрос к вам. Как вы думаете, сейчас выросло ли количество молодежи, которая интересуется этой сферой, как заведующий кафедрой? И какие в будущем или в данный момент действия предпринимаются, чтобы привлечь внимание молодежи? Ну, я думаю, вообще в последнее время действительно вот, усилилась вот это вот интерес к техническим вот специальностям. И я думаю, это хорошо, потому что ну, действительно нам нужно развивать все свое производство, свои какие-то там аппараты и так далее. То есть, ну, до этого мы были в комплексе в Советском Союзе, где там где-то делалось одно, в другой республике делалось другое, все это как-то там объединялось, а после того, как мы оказались сами, одни, суверенные, нам все это нужно тоже поставить на хорошие рельсы, и вот привлечение к техническим вот направлениям, это вот к таким, это очень важно. Ну и, кстати, очень много проводится всевозможных конкурсов. Вот Валентина Федоровна говорила про Малую академию, да? Вот у нас проводятся каждый год эти олимпиады, не олимпиады, они, вот всевозможные олимпиады вот, по робототехнике, по механике, там действительно тоже вот слушаем мы вот Джалдаспековские, например, да, вот конкурс этих школьных работ. Это же действительно очень интересно, они там сами уже придумывают какие-то механизмы, которые там работают, там, как это, бесконтактное там, вот, управление, там еще что-то такое. Ну, то есть очень много интересных задач, и я думаю, вот это вот все нужно поддерживать. И студентов, ну, в принципе, становится больше. Вот сейчас, тем более, правительство, оно же выделяет очень много грантов именно на технические инженерные направления. Поэтому студенты туда и идут и правильно делают, потому что если они будут это уметь делать, то они, в принципе, везде могут найти работу, да. Ну, я бы, например, подбирала кадры со школьной скамьи. Почему? Потому что вот в рамках Малой академии наук, кстати, мы только из-за карантина не проводили в этом году, мы провели 46 научных конференций, это одна конференция в год. Со всего Казахстана, у нас филиалы по всему Казахстану, здесь в Западном Казахстане, в Павлодарской севере, это в Караганде, в Алматы-Алматинской области. То есть школьники, начиная со школьной скамьи, выполняют свои научные проекты под руководством ученых. Мы заслушиваем их, там отбор на конференции, как и в Большой академии наук, по 22 направлениям науки. И общественные науки, и технические, не только технические. У нас был, это Гержан Султанович Валиханов, это прямой потомок Чукана-Валиханова в 5-м поколении, и в 9-м поколении Атаблайхана. Вы знаете, он потрясающий. Мановцы делали так, они опрашивали своих родственников, свидетелей тех или иных событий в каждом регионе и записывали эти события, как свидетельство очевидцев. Потом мы передавали это в Институт истории, и они учитывали это при составлении истории Казахстана. И вот этим занимался Гержан Султанович Валиханов. Сейчас работники Института истории. У нас трехязычие введено уже лет 15 в Малой академии наук. У нас есть Нурша Казаховед, Нурша Алзанбаевна, она Разахынова, она разработала, доктор педагогических наук, разработала методику трехязычия и обучения, изучения школьных предметов, 9 предметов сразу одновременно на 3 языках. Я когда слушала конференцию, я подошла, там из Копчега 2 девочки, они так хорошо на казахском языке говорят. Я говорю, а сколько вы изучали казахский язык? Полгода.
То есть они уже, изучая в школе, они проходят предметы по 3 языкам одновременно. Вот такие технологии. Физика, математика, космонавтика. У нас вот Талды-Курган, у нас это Карагандинский. Но наши секции Малой академии наук работают на базе вузов. То есть обязательно должен быть контакт с учеными, обязательно должен быть контакт с учеными, с преподавателями вузов. Потому что в школе это один уровень исследований, одна сфера общения, а если ребенок приходит уже в вуз, еще будучи учеником 5, 6 класса, 9 класса, другое отношение. И он выполняет, он и обрабатывает результаты, он может и графики строить, то есть он выполняет такую работу, которую делали лаборанты, но это необходимо, чтобы он понял, чтобы он нашел себя в той или иной области науки. То есть по 22 направлениям у нас секции работают. Это великолепно. И я думаю, что, может быть, то время, когда мы для специальности космической техники и технологии можем отбирать через Малую академию наук, но это будут уже отобраны вот эти 10% единицы, которые потом будут составлять эту общность, человеческий потенциал страны, интеллектуальный потенциал страны. Да, это сейчас самое важное. Вот на этом же делает акцент во всех вот посланиях президентов, да, что Ну, мы вот именно размечтались, человеческий по-моему, да? капитал. Нет, это нужно. Валентина Федоровна, а есть ли у вас девиз по жизни? Что в жизни? Девиз. Какой-нибудь Ну, девиз, вы знаете, да нет, лозунгов у меня нет, не было. Ну, девиз только одно, что, ну, понимаете, вся жизнь – это стиль жизни, как вы живете, не под каким-то лозунгом, а для чего вы живете. Если вы нашли себя, если вы развиваете свои творческие способности, вы найдете себя, вы будете все время, как, ну, как говорится, на большой энергии выполнять это. Но это образно. Дело в том, что человек должен найти себя в этой жизни. Ему должно нравиться работать, он должен видеть смысл этой жизни, смысл этой работы. И у него, конечно, должны быть ученики. Вот я рада, что у меня ученики, мы это именно выпускники кафедры и докторанты, они выполняют и решают очень серьезные задачи у себя на работе. Ну вот мы общаемся. То есть в этом смысл жизни, это стиль жизни. Что вас вдохновляет? А у вас девиз есть? У вас есть какой-нибудь девиз? Нет. Девиза нет, ну как, внутренние ощущения же есть, вот как нужно, вот самореализация Да. должна быть, да, и должно быть всегда интересно. Вот если интересно, ты можешь многое сделать, а вот если не интересно, тогда уже все теряется. Ну, то есть самое главное, чтобы был это интерес. Вот. А почему вы этим не заняты? Ну, вот мне, честно говоря, тогда сказали как-то, что это, говорит, вам как ни скажи, там чему-то научиться, вы обязательно пойдете учиться. Ну, это, в принципе, правильно. То есть я считаю, что вот каждый вот человек, он должен всегда быть открыт чему-то новому. Вот это вот основное, наверное, если это можно назвать девизом. Да. Нашим девочкам очень интересно то, что все, что вы говорите, и они интересуются, можно ли присутствовать на ваших лекциях. Наверное, Они хотели бы можно. узнать еще побольше. Нет проблем. Ну, может Вы быть, знаете, когда я была студенткой КСГУ, физфак, но мне почему-то казалось, что наука без меня остановится. Знаете, я еще будучи студенткой, я хотела скорее заниматься наукой. Я работала лаборантом, это лаборатория линейного ускорителя. Мы облучали все, и людей облучали, и там кроликов, и растений, и все. Понимаете, мне казалось, что вот надо заниматься наукой, что-то делать. Вот обязательно, я считаю, что человек должен как-то попасть в эту среду для того, чтобы почувствовать, оно или не оно. Можешь ли ты всю свою жизнь посвятить этому? Почему? Потому что просто с 9 до 5, это, конечно, это работа, это обязанность человека, сотрудника, но надо выполнять конкретную работу, конкретное дело за то, что вам платят деньги, вам за это государство платит деньги. Раз государство вам платит деньги за эту работу, значит, эти результаты нужны. А получить результаты должны быть самые лучшие, достоверные, очень тщательно отработанные, выработанные, все это обязательно. И отношение к работе должно быть, но я приветствую, для меня критерий – это профессионализм, квалификация. Тут, несмотря ни на что, ни на какие рекомендации, ничего, человек должен стремиться быть
профессионально. Но дело в том, что он никогда не сможет достигнуть потолка, потому что все развивается. И если вы не догоняете горизонта, если вы развиваетесь на горизонте и вместе с горизонтом движетесь, то это неизбежно. Вы всю жизнь будете не просто учиться, вы будете познавать новые и дальше развивать эту нишу. Иначе никак. Вопрос с Инстаграма у нас есть. Развивается ли международное космическое право в Республике Казахстан? Есть ли такая отрасль у нас? Вы знаете, изначально не было, но я слышала, что есть у нас юристы по космическому праву, которые сейчас находятся в космическом центре. У нас здесь в Алмате, значит, институты научно-исследовательские, Национальный центр космических технологий, в который входит Институт космической техники, Астрофизический институт, институты ионосферы. А в Алмате, в Казахстане, я не знаю, что по космическому праву. У нас нет в университете Должно по космическому быть. праву. Я Но конкретно такая вот- специальность есть. Да, есть. Международное космическое право это необходимая специальность. Такие специалисты нужны. И я думаю, что они есть в Аэрокосмическом комитете. Да, я то есть уже просто специалисты поинтересуюсь. есть. Я знаю, Нет, что они однозначно есть, потому обязан, что вот, должен быть по когда космическому идет вот праву. это сотрудничество, там же нужно обговаривать каждый вот момент, все вот эти вот области деятельности, что можно, что нельзя, то есть это все есть. То есть такая специальность есть. Она, кстати, очень перспективна, потому что преимущество Казахстана, что у нас молодая эта отрасль, она только развивается. Это преимущество перед всеми остальными. Да, согласна. А теперь, кто может поучаствовать в сборке спутника? И какое образование у него должно быть? В сборке спутника. Да, наши девушки интересуют. Ну, его спроектировать надо, разработать надо, потом собирать. Да. Ну, то есть, вот это, если касается вот этой программы ЮНИСЕФ, да, вам дали, как говорится, готовые вот платы, вы их программировали, да? Программирование. Да, программировали, потом запускали, но это, так сказать, начальный этап. Но чтобы самим вот эти вот платы сделать, там еще дальше, это конечно, нужно Должны уже... быть профессионалы в Уже своем деле, да? должно быть, да, конкретное обучение, там, вот у нас на физико-техническом факультете, у нас на факультете, то есть вот, ну, должны быть знания, все-таки без знаний ничего не умеем, вы ничего Да, не сделаете. технические знания. То есть база должна быть обязательно, В конечно. ЮНИСАТ у нас, когда у нас проходила программа, очень много девушек из разных отраслей. Точнее, ну, например, я с программированием занималась, другие девушки, другой, например, школьницы даже были. Так что, если хотите участвовать в наноспутнике, девушки, просто регистрируйтесь на нашу программу, просто смотрите наши вебинары, и у вас это получится. В любом случае, наша программа предоставит вам очень большой багаж образования в этой сфере. Так, и напоследок по традиции хотели бы провести блиц-опрос. Для начала начнем, Заря Баямовна, с вас. Кофе или чай? Чай, Прогулка в лесу или отдых на море? отдых на море. Работа или дом? Между. Это должно быть, как это, уравновешено. И, как говорят же, на работу с удовольствием идешь и домой с удовольствием идешь. Должно быть так. Да, сладкое или соленое? Соленое, не сладкое. Космос или море? Но это похоже. Космос. Теперь вам. Валентина Федоровна, карьера или семья? Это неизбежно, и то, и другое. Должен быть баланс, да? Кино или театр? Кино или театр? Театр или кино. Музей. Жаркое лето или теплая зима? Теплая зима. Вы суеверны или нет? Не поняла? Суеверны. Нет. Я реалист. Ученый. Ну да. Космос или Земля? И космос, и Земля. Я без Земли не могу, но и без космоса тоже. Да, спасибо вам большое. И напоследок, что вы пожелаете нашим участницам? Ваше пожелание. Ну, нашим участницам я пожелаю прежде всего именно вот интереса.
Выбирайте такую профессию, которая вам интересна. Старайтесь вообще вот, найти именно ту область, где вам интересно. А вот в космосе интересно все. Приглашаем вас всех к нам. Да, но у нас пока отряда космонавтов еще нет, планировали. Так что можно космическими исследованиями заниматься и на Земле. Всеми теми областями, всеми теми направлениями, которых мы сейчас обсуждали, нужны специалисты. И опять же, я возвращаюсь к тому, что нужны специалисты, квалифицированные, и найдите себя в этой области. Представьте себе, что вы придете работать, вам поручат какую-то работу, и вы не сможете это выполнить, потому что вам не хватает знаний. Никто не будет спрашивать, почему вы не выполнили, вы ее просто не выполнили, вы не умеете или не знаете, или не хотите. И поэтому надо прежде всего выполнять очень добросовестно то, что вы делаете, и иметь очень высокую квалификацию на своем рабочем месте. Это неизбежно. Спасибо большое за вот такой вот вебинар. Это было очень познавательно, особенно для наших девушек. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, я надеюсь увидеть вас на своей лекции. Постараемся. Так, девочки, у нас сегодня на вебинарах была Заурия Баяновна и Валентина Федоровна. И спасибо, благодарю всех девочек, которые участвовали в наших вебинарах. Всего доброго, до свидания. И вам До свидания. спасибо большое. Спасибо. И вам спасибо за ваши вопросы. Да.